Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и это свежий выпуск новостей из мира страйкбола, наверное, за прошлую неделю. Как раз таки на прошлой неделе в Москве прошел большой страйкбольный фестиваль Страйкон, на котором, как вы догадываетесь, было представлено множество страйкбольных новинок, поэтому с него и начнем. Генеральный спонсор канала — страйкбольный магазин Airsoft Rules. Сразу скажу, не обижайтесь, если вы вдруг были на Страйконе, но про вас я ничего не сказал. На Страйконе я много общался с людьми, и я не все успел посмотреть и не все снять. Я думаю, никто не будет спорить, что самой неожиданной новинкой Страйкона 2020 стал страйкбольный АК-12 от концерна Калашников, а точнее его предсерийный прототип, который они показали на своем стенде. Еще более неожиданным является тот факт, что это продукт коллаборации концерна Калашников и НПО АЕК. Концерн делает всю внешку, а НПО АЕК ставит туда внутрянку, которая позволяет стрелять 6-миллиметровыми шариками. А если быть еще точнее, внешка — это оригинальный списанный учебный АК-12, в который поставили страйкбольную внутрянку, оставив при этом все маркировки. От СХП АК-12 от концерна Калашников внешне не отличается ничем. Это значит, что с приводом можно делать все то же самое, что и с настоящим автоматом. Например, проламывать им двери, подтягиваться на нем или делать из него ступеньку. Все, о чем мечтали суровые российские страйкболисты. Стандартный внешний ствол, разумеется, был заменен, чтобы в него можно было поставить стандартный страйкбольный внутренний стволик. Тем не менее, внешний ствол стальной. Гирбокс стандартный третьей версии с изменениями. Для того, чтобы гирбокс можно было поставить в корпус от настоящего автомата, задняя часть гирбокса была обрезана, а секторная шестерня имеет меньше зубьев. Все остальные части стандартные. Направляющая пружина упирается в стальной корпус автомата. При этом с помощью специального съемника есть возможность заменить пружину без извлечения гирбокса. Как мне сказали, на серийной версии автомата будет установлен пыльник, чтобы защитить внутренности гирбокса от пыли или грязи. Шестерни стоят косозубые 100×200, поршень с цельнометаллической гребенкой, пружина М130, голова поршня и цилиндра алюминиевые, нозл алюминиевый, стволик стальной длиной 470 мм, диаметром 6,02 мм. Хопап стандартный АК типа. В рукоятку установлен тонкий тяговый мотор, поэтому габариты рукоятки остались теми же самыми. Выхлоп базовой сборки 140 метров в секунду в пересчете на 0,2 шар. Магазины тут оригинальные от АК-12 с установленной страйкбольной внутрянкой. При этом сохраняется возможность примкнуть магазин со стандартной внутрянкой с пружиной под патроны. Разумеется, страйкбольный автомат от этого патронами стрелять не будет. Можно использовать только как макет. Аккумулятор располагается под крышкой ствольной коробки точно так же, как и у других страйкбольных АК. В версии, показанной на выставке, стрельба с отсечкой по 2 выстрела не предусмотрена. Есть только одиночка и полностью автоматический огонь. Развесовка совсем незначительно отличается от охолощенного АК-12. У СХП ствол кажется немного тяжелее. В страйкбольной версии центр тяжести находится ближе к центру автомата, и, по-моему, это плюс. Ценник и дату старта продаж пока не называют, но учитывая, что СХП-версия АК-12 начинается от 37 тысяч рублей, стоит рассчитывать, что страйкбольная версия будет стоить еще дороже. Тагин на своем стенде вживую показали новинки, про которые я говорил в прошлом выпуске. Осмелюсь сказать, что главная новинка — это бюджетный выстрел Hornet с ударной инициацией на вышибном заряде, способный прицельно улететь на дистанцию 140 метров и стоимостью 160 рублей за штуку. И напоминаю, это выстрел от Тагин. Если 140 метров вам кажется мало, то можно купить чуть более дорогие выстрелы стоимостью 250 рублей. Также на вышибном заряде с ударной инициацией, но способные прицельно улетать на дистанцию до 200 метров. 200 метров из подствольника. А чтобы такие выстрелы были более безопасными, передняя часть теперь сделана из эластичного материала, похожего на вспененную резину. Кстати, все старые газовые таги теперь тоже будут выпускаться с наконечником из такой мягкой резины и лететь будут немного дальше. Для стрельбы новыми вышибными выстрелами вам потребуется или механическая гильза, или готовый гранатомет МЛ-36 от Тагин. Гильзу можно вставить в любой страйкбольный натовский гранатомет, например, в мушкетон. Так как гильза полностью механическая, газ или электричество теперь не нужны. Взведение бойка гильзы происходит с помощью нажатия на тыльник. При использовании новых тагов с МЛ-36 вместо гильз используются стандартные пластиковые поддоны, и гильза там уже не нужна. Обновленная версия МЛ-36 от старой газовой версии отличается механизмом инициации. Теперь там толкатель вместо газового сопла, ну и прицельными приспособлениями.
В варианте стендалон версии изменилась база с прикладом. Теперь она точно такая же, как у настоящего гранатомета. Планируется как полноценная новая версия ML36, так и комплект для переделки уже существующих гранатометов. То есть, если у вас уже есть ML36, вы можете купить этот комплект и стрелять новыми вышибными выстрелами. Ну и помимо этого будет выпускаться готовая ВВД-версия гранатомета ML36. Вторая новинка — это комплект для переделки 50-мм миномета «Пламя» от Strike-Art для стрельбы 40-мм минометными выстрелами на вышибном заряде от Tagin. А они способны прицельно улетать на дистанцию до 250 метров. Как я уже говорил, комплект представляет из себя трубу-вставку в ствол и прицельные приспособления. Стоить такой комплект будет 5000 рублей. Минометные выстрелы будут стоить около 270 рублей за штуку. Инициация происходит от свечи накаливания, есть оперение и мягкий наконечник. При этом вес минометного снаряда всего 70 грамм. Еще одна новинка — это дымы с активной скобой в корпусе МК-18. Как оказалось, это продукт коллаборации Tagin и PyroFX. Корпус и внешку сделали Tagin, а дымовая смесь в объеме 100 грамм от PyroFX. Ценник 350 рублей за штуку. Еще таги обновили флешку, теперь она с 2-секундной задержкой, что делает ее просто идеальной для CQB. Следующая новинка, которую я заметил на Страйконе и оценил, это модуль трассерной подсветки шаров от российского производителя мастерской Ferrata. По факту это некий аналог компактного модуля Lighter S от Acetec, но со своими фишками. Например, планируется режим работы, в котором насадка будет подсвечивать шары только ультрафиолетом, не создавая вспышку из ствола. А сам модуль можно будет купить в том числе без внешнего корпуса, для установки в существующие макеты глушителей. Для этого нужно будет распечатать специальный крепеж на 3D принтере. Полноценный релиз и ценник ожидается этой весной. Сильной стороной этого Страйкона, разумеется, были стенды производителей снаряжения. Лично мне запомнились стенды Stitch Profi, Ars Arma, MBC, Корпуса выживания, Gearcraft, Mordor TAC и Phoenix. Стенда Vartec на Страйконе не было, но зато с 21 по 23 февраля в магазине Airsoft Store действует 10% скидка на всю продукцию Vartec. Если вы давно что-то присматривали, то самое время приобрести. Gearcraft показали облегченный жилет МК-9 обвертка, выполненный по технологии Molly-. Реализация модная и современная, пряжки ROG или Tubes, фастексы ITV Nexus Snapdragon или стандартные. Серийная версия бронежилета будет продаваться в виде конструктора, который производитель сам может собрать под задачу. То есть можно будет выбирать панели, камербанды, подсумки, флапы, лямки и так далее. Еще на стенде было много всякой интересной снаряжки, которую сразу и не разглядишь. Например, был морской броник МК-9 Амфибия, нагрудник N7 в расцветке Tricolor Desert с черными пряжками и куча всяких подсумков. MBC привезли рюкзаки и платформы, сделанные по технологии Molly-, и кучу разнообразных подсумков, которые были очень информативно выложены на стенде. Их стенд реально смотрелся очень круто. А на стенде Mordor TAC внимание изумленных зрителей привлекал комплект боевой одежды Волк, который представляет из себя смесь горки и комплекта G3. Как раз для тех, кто не может определиться со стороной. Еще Mordor TAC сделали облегченный нагрудник для страйкбола с лямками из гиполона и целую линейку легких подсумков с основой из гиполона и карманом из тянущегося материала, похожего на плотную спандуру. Любителям облегченной снаряги и CQB должно зайти. Ars Arma показали новые рюкзаки и линейку изделий из флиса, шапки, бафы и так далее. Кстати, на Страйконе была еще одна неочевидная новинка от Ars Arma — это рюкзак для размещения стримерского оборудования. И как раз с этим рюкзаком наш Расти вел прямой репортаж со Страйкона на Twitch-канале. Если вы вдруг не знаете, на этом Twitch-канале сейчас регулярно проходят стримы со страйкбола. Кстати, в марте этого года Расти прилетает в Екатеринбург, чтобы вести лайвстрим с соревнований Speedsoft Russia. Так что будет целых 2 стрима. Наш на ютубе с нескольких камер и с комментаторами, и живой стрим от Расти на Твиче. Очень полезный рюкзак. Компания Phoenix на своем стенде показывали снарягу, новую линейку одежды с клеткой и тактические гавайские рубашки. Корпус выживания привезли огромное количество разных подсумков и модульную систему Thorax. На стенде компании Stitch Profi можно было вживую посмотреть на всю линейку снаряжения в Molly-. Причем не только на боевые пояса, платформы и новые бронежилеты, но и на облегченные подсумки, сделанные по этой технологии. Возле стенда Стичей была постоянно какая-то движуха и целая куча народу. В том числе из-за команды SK Beer, которые постоянно наводили какие-то движухи с розыгрышами, и инструктора Марата Сутаева, который активно общался с людьми и отвечал на вопросы.
Кстати, в эту субботу, то есть 20 числа, Марат проводит бесплатный онлайн-мастер-класс на тему обороны с травматическим пистолетом. Будут затронуты темы формирования базовых навыков и элементы тренировки. Насколько я знаю, прямо сейчас Марат готовит полноценный онлайн-курс про травматический пистолет. И на этом бесплатном мастер-классе он про него тоже расскажет. Если вам интересна эта тема, ссылку я оставил в описании. Что-то я отвлекся. Итак, про Страйкон. В самом центре Страйкона находились стенды команд. Если честно, у меня только поверхностно получилось по ним пробежаться, но определенно там можно было зависнуть, рассматривая все великолепие китов игроков и моделей страйкбольного оружия, которое они используют. Насколько я понял, главный смысл стенда команд — это показать, как оно бывает, ну и, конечно, поиск рекрутов. Помимо команд, на Страйконе были представлены несколько магазинов. Например, магазин 1 МГц и Airsoft Gun с кучей снаряги и безумным количеством патчей. Еще был магазин Leaf с оригинальной снаряжкой, оригинальными рубашками от Black Hawk, оригинальными тактическими лифчиками и оригинальным котом. Ну, конкретно это был Рома, но кот там тоже был. Мастерская Airsoft Cocktails показали мишени для пристрелки приводов и индивидуальных тренировок со звуковым оповещением попадания. Если кратко, то в основании установлен датчик, срабатывающий при попадании в мишень и издающий звуковой сигнал. Работают мишени от стандартных страйкбольных литий-полимерных аккумуляторов. Помимо этого на стенде показали квадрокоптер для страйкбола и лазертаг-систему для поражения техники на играх. Ну и со Страйконом, пожалуй, все. Ничего другого у меня посмотреть не получилось. В магазин Планета Страйкбола приехала большая поставка продукции от East Crane. В наличии привода ХК и М4 серии в различных модификациях и с различным предустановленным внешним обвесом. А также есть бункерные и механические магазины к этим приводам. Прямо сейчас действует 5% скидка, а еще если в комментариях к заказу написать слово Red Army, вы получите двойной кэшбэк с привода на бонусный счет. Шталь Airsoft медленно, но верно идут к релизу своей AEC-версии PP2000 и продолжают делиться фотографиями с процесса производства. По крайней мере, по фотографиям все выглядит более чем неплохо, и даже пластик выглядит на уровне с иностранными производителями. Напомню, что ориентировочная цена на страйкбольную версию PP2000 от Шталь Airsoft составит от 25 до 28 тысяч рублей. В магазин Airsoft Store приехала поставка продукции от Z-Tag. В наличии активные наушники, гарнитуры и кнопки ПТТ под популярные радиостанции Bafeng или Kenwood. Мастерская Lotus работает над ручным страйкбольным гранатометом Дуплет Т, подвок тюльпан от Strikeart. Смысл изделия — это в формат мушкетона запихнуть возможность выстрелить двумя выстрелами без перезарядки. Ну, например, чтобы залпом отправить БТР противника в мертвятник. Ценник и дату выхода пока не называют. Secutor Arms показали свою новую винтовку Rapax M5. Судя по всему, новинка построена на базе SR-25 с комплектом внешнего тюнинга в виде приклада и M-Lock цевья. Каких-либо подробностей компания пока не раскрывает. Похоже, все, кто мечтал о готовом ВВД карабине от российского производителя, могут начинать копить деньги. M-Customs засветили фото первых прототипов нижнего и верхнего ресиверов М4 серии из алюминия. Будет две версии: облегченная и эффективная, и версия для классического вида сборок, копирующих реально существующие образцы на базе М4. Эти ресиверы рассчитаны для максимально соосной безгирбоксовой установки ВВД-системы Proteus 3. И главная новость заключается не в том, что появились новые ресиверы, а в том, что M-Customs трудится над первой партией полностью готовых ВВД-карабинов на базе Proteus 3. То есть вы просто покупаете готовый, хорошо настроенный карабин на ВВД и играете. Кстати, буквально сегодня из M-Customs ко мне наконец приехал легкий ВВД-пулемет на Proteus 3. И в этом году я, скорее всего, буду играть в роли пулеметчика. У меня даже есть уже тематический патч от парней из пулеметного чата. Надеюсь, со мной не будет так же, как с немцем, стрелком или зизом. Компания Protec из Франции опубликовала первое видео с готовым прототипом страйкбольного космобластера Atom для игры в Speedsoft. Этот пистолет или маркер работает на ВВД-системе PolarStar F2. Снабжен встроенным модулем трассерной подсветки шаров, есть быстрая регулировка хоп-апа и питается стандартными магазинами М4 AEC типа под 6-мм шарики. Поставляться это чудо французской инженерной мысли, скорее всего, будет в пластиковом кейсе. Цену и дату выхода пока не называют. LCT весьма оригинальным способом решили проанонсировать свои новинки. Берем новинки, берем владельца компании, солнце, тень, фотоаппарат и фоткаем тень владельца компании с приводами в руках. Все очень сложно. Судя по фото, в 2021 году LCT собирается сделать
СВД или ее китайский клон от Noрико ХК-53А2 и А3 и пистолет Ярыгина Грач. Лично мне очень интересно, как LCT справится с темой газовых ГББ пистолетов. Компании StrikeArt не было на страйконе, но зато они раскрыли подробности еще про две новинки. Это страйкбольная граната с активной скобой DM51 и страйкбольный ручной гранатомет LAV M72. DM51 это стандартная страйкбольная граната с активной скобой, внешне копирующая гранату Бундесвера DM51. Основная фишка гранаты это то, что внутри находится целых 600 шаров или горошин. Ценник 220 рублей за версию с горохом и 260 рублей за версию с шарами. Помимо версии со стандартной инициацией, DM51 будет выпускаться в версии растяжка с задержкой 2 секунды. Страйкбольный ручной гранатомет от StrikeArt LAV 72 поступит в продажу к концу лета. Ориентировочный ценник от 25 до 30 тысяч рублей за штуку. Планируются две версии под выстрелы игла и под новые выстрелы москит. Вес изделия 2,6 кг, ствол алюминиевый, фурнитура пластик и сталь. На гранатомет будут установлены рабочие прицельные приспособления с разметкой до 150 метров. Схема приведения гранатомета в боевую готовность точно такая же, как у настоящего гранатомета. То есть произвести выстрел в сложенном состоянии просто невозможно. Других новостей у меня пока для вас нет. Как всегда, предлагаю обсуждать новости в комментариях. Не забывайте ставить ваши уверенные пальцы вверх. Не забывайте подписываться на канал. Всячески комментировать. С вами был Евгеньевич. До скорого!